Всем привет! Меня зовут Артем Деревоед, и сегодня мы будем говорить об одной из самых насущных проблем – как же заниматься. Ассистировать мне будет гитара Yamaha серии Grand Concert, модель GC22C, на которой установлены струны D'Addario Pro Arte Carbon. Чтобы понять проблему, я предлагаю изучить механику процесса. Что происходит тогда, когда мы занимаемся? У нас есть новое произведение, мы разбираем текст, мы продумываем аппликатуру и начинаем потихоньку его выучивать, тем самым обучая наш мозг отправлять правильные сигналы в правильные места. Соответственно, наш мозг дает сигнал нужным мышцам, и наши пальцы учатся быть в нужном месте и в нужное время. Это обучение лучше всего происходит именно в медленном темпе, поскольку загрузка информации очень большая. Нам нужно и считывать ноты, нам нужно и понимать, что делает левая рука, нам нужно понимать, что делает правая рука. Дело в том, что для мозга нет разницы, играем мы правильно или неправильно. Любую информацию, которую мы повторяем несколько раз, любое действие, которое мы выполняем несколько раз, он записывает. Именно поэтому получаются заученные ошибки, которые потом очень трудно исправлять. Я рекомендую вам с самого начала заниматься медленно, не заучивать ошибки. А для этого нам нужна усидчивость и дисциплина. Чтобы помочь себе с этим, я использую метроном. У каждого есть свой метроном, но я использую электронное приложение от фирмы D'Addario, которое называется D-Tools, в котором есть и тюнер, и метроном, и много других интересных вещей. Итак, на примере этюда номер 1 Эйтера Виллалобоса я покажу, как наращивать темп. Допустим, у нас уже есть текст, у нас уже есть аппликатура, и наша задача сейчас перейти от медленного темпа к быстрому. Без метронома достаточно сложно заставить себя играть медленно и постепенно повышать темп. Итак, мы ставим темп 100 и начинаем заниматься. Чтобы не делать это бездумно, я предлагаю ставить себе цель. Когда установлена цель, мы с ней понимаем, как двигаться к этой задаче. Итак, наша цель – сыграть в определенном темпе 3 раза без ошибок. Если на второй или на третий раз мы ошиблись, все обнуляется, и нам нужно начинать заново. Еще раз. Раз. Два. Итак, цель достигнута. Я сыграл 3 раза без ошибок в медленном темпе. Поскольку в этом темпе у меня уже получается, то мы идем дальше и прибавляем количество ударов в минуту. У каждого шаг индивидуальный. Кто-то идет по четным числам, кто-то идет по нечетным числам.
И все зависит, конечно же, от ваших способностей. Я прибавил 10 ударов в минуту. Сейчас у нас получается 110. Задача все та же самая. 3 раза без ошибок. 2. 3. 'И дальше мы проделываем всю ту же работу. Прибавляем, в моем случае также на 10, и играем снова в еще более быстром темпе. Я сразу перейду на более быстрый темп. 150. Ошибся. И по такому принципу мы доходим до максимального темпа, который на сегодняшний день для нас возможен. Вы должны понимать, что это работа не одного часа и даже не одного дня. Если вам произведение не знакомо, это новое произведение, то это могут быть дни, недели, а для кого-то даже месяцы. Поэтому вам нужно в первую очередь набраться терпения. Итак, я ставлю темп 200. Конечно же, быстрому темпу мы приходим постепенно. И двигаясь от самого медленного, мы постепенно на равное количество ударов в минуту прибавляем темп. Если в какой-то момент вы понимаете, что в этом темпе вы уже не можете играть, возвращайтесь к предыдущему, в котором у вас еще получалось сыграть 3 раза без ошибок. И на сегодня стоит признать, что это максимальный темп на этот момент. В конце такого занятия обязательно нужно вернуться к изначальному самому медленному темпу, потому что именно в медленном темпе у нас есть возможность присутствовать умом сразу во всех местах, и в левой руке, и в правой руке, и помнить текст, и, возможно, выполнять уже какие-то музыкальные художественные задачи. И наша задача – это научить наш мозг отправлять правильные сигналы в нужные места. Тогда это дает нам возможность играть без ошибок. Поэтому в конце такой темповой процедуры мы возвращаемся опять к медленному темпу, с которого мы начинали. Завтра вы продолжите снова, и, возможно, завтра ваш максимальный темп уже будет намного быстрее. Здесь нет никакого лимита, что за неделю вы должны успеть все это сделать. Это ваше время, и у кого-то это занимает 1 час, а у кого-то 1 месяц. Помните о том, что людям, для которых вы играете, все равно, сколько времени вы потратили на ваше занятие. 1 день или 1 год. Важен результат. Поэтому очень важно запастись терпением, уметь ежедневно заниматься, уметь играть в разных темпах, медленно и быстро. И еще очень важный момент – это сон. Именно во сне то, что мы за день наработали, мозг раскладывает на нужные полочки. Это закрепляется на более глубоких уровнях памяти и становится абсолютно неповерхностной информацией. Поэтому усидчивости вам, устойчивости и хорошего сна.